Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. В малазийском штате Нигери-Сембилан произошло масштабное наводнение, вызванное аномально интенсивными тропическими ливнями. Стихийное бедствие наиболее сильно затронуло город Нилае и административный центр штата Серембан. За считанные часы выпала многодневная норма осадков, что привело к переполнению дренажных каналов и выходу местных рек из берегов. Критическая ситуация сложилась на ключевой транспортной артерии страны – автомагистрали Север-Юг. Паводковые воды затопили проезжую часть на нескольких участках, сделав движение легкового транспорта невозможным. Тысячи автомобилистов оказались заблокированы в многокилометровых заторах, растянувшихся в обоих направлениях. При этом уровень воды на дорожном полотне в низинных зонах достигал полуметра. В жилых районах Нилаи вода стремительно затопила дома и коммерческие помещения. Подразделения пожарно-спасательной службы Малайзии и волонтеры гражданской обороны в экстренном режиме оказывали помощь водителям заглохших машин. К вечеру четверга, после ослабления осадков и активной работы насосных станций, вода на автомагистрали начала постепенно спадать, однако на восстановление нормального трафика потребуется значительное время. Метеорологи предупреждают о сохранении высокой влажности и возможности повторных ливней в южных регионах полуострова Малакка до конца недели. В Караганде во время демонтажных работ произошел инцидент с автокраном. По предварительной информации, груз был закреплен с нарушением техники безопасности. При подъеме он сместился, что привело к перевесу стрелы. В результате кран потерял устойчивость и накренился, приподнявшись на одну сторону. Оценив риск опрокидывания, крановщик принял решение экстренно покинуть кабину. При прыжке мужчина получил травмы, у него диагностированы переломы пяток. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Обстоятельства инцидента и соблюдение техники безопасности на объекте проверяются. В бразильском муниципалитете Жакобина, расположенном в северном регионе штата Баия, произошло катастрофическое наводнение, вызванное аномально мощным тропическим ливнем. По данным метеослужб, за менее чем 24 часа в городе было зафиксировано выпадение 170 мм осадков, что спровоцировало мгновенный выход из берегов реки Итапекуру-Мирим и переполнение городских ливневых каналов. Потоки воды стремительно затопили центральные торговые кварталы и жилые районы, превратив улицы в глубокие реки. Бурлящие потоки воды смыли припаркованные автомобили, разрушили торговые павильоны на местном рынке и подмыли фундаменты жилых построек в низинных частях города. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, направив спасательные бригады для экстренной эвакуации десятков семей, оказавшихся заблокированными в своих домах. Инфраструктура Жакобины понесла колоссальный ущерб, зафиксированы многочисленные обрушения подпорных стен, повреждения мостовых переходов и масштабные обрывы линий электропередач, оставившие без света тысячи потребителей. Власти города организовали пункты временного размещения в общественных центрах и школах для людей, лишившихся имущества, и призвали население воздержаться от любых поездок из-за высокого риска новых оползней на окружающих город холмах. Официальных данных о погибших на данный момент не поступило, однако поисково-спасательные операции в наиболее пострадавших кварталах продолжаются. Метеорологи предупреждают, что почва в регионе Сера до Жакобина предельно перенасыщена влагой, и риск повторных паводков сохранится в течение ближайших 48 часов из-за прогнозируемых новых грозовых очагов. В провинции Малага, расположенной на юге Испании, прошел мощный шторм Регина. Атмосферный фронт принес в регион Коста-дель-Соль резкую дестабилизацию погоды, сопровождавшуюся интенсивными электрическими разрядами и обильными осадками.
Особенностью стихии в этот день стало явление, известное как грязевой дождь. Из-за сильного выноса мелкодисперсной пыли из пустыни Сахара дождевые капли смешались с твердыми частицами, покрыв улицы городов, автомобили и фасады зданий плотным слоем рыжего налета. В самой Малаге, а также в популярных туристических муниципалитетах Марбелья, Эстепона и Фуэнхирола видимость на дорогах во время шторма упала практически до нуля, что привело к многочисленным заторам и мелким ДТП. Интенсивные ливни вызвали локальные подтопления в низинных прибрежных районах и перегрузку ливневых систем. В аэропорту Малаги из-за грозовой активности и сильных порывов ветра были зафиксированы задержки рейсов. Морское сообщение с Мелильей и Северной Африкой оказалось временно ограничено из-за высокого волнения на море. Несмотря на значительный материальный ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона, официальных данных о пострадавших не поступало. Метеорологическая служба Испании сохраняет в провинции желтый уровень опасности, подчеркивая, что влияние шторма Регина может продлиться еще несколько суток, а сохранение пылевой взвеси в воздухе может негативно сказаться на качестве атмосферы и здоровье людей с респираторными заболеваниями. В индонезийском городе Семаранг, административном центре провинции Центральная Ява, разыгрался мощный шторм. Экстремальные ливневые осадки, продолжавшиеся несколько часов в сочетании с сильными порывами ветра, вызвали подъем уровня воды в низинных районах города, таких как Северный Семаранг и Гаем-Спри, в результате чего глубина на улицах достигла 50-70 сантиметров. Сильный ветер стал причиной массового падения деревьев и рекламных щитов, что привело к блокировке дорог и многочисленным обрывам линий электропередач, оставив без света тысячи домохозяйств. По данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, шторм нанес значительный ущерб жилому сектору. Зафиксированы случаи повреждения крыш домов и повреждения автомобилей упавшими ветвями. Железнодорожное сообщение через станцию Семаранг-Таванг было временно ограничено из-за подтопления путей. Водители легкового транспорта оказались заблокированы в многокилометровых заторах. Метеорологи предупреждают, что пик сезона дождей в регионе Центральной Явы еще не пройден, и призывают жителей сохранять бдительность в связи с прогнозируемыми новыми грозовыми фронтами в ближайшие 48 часов. В начале марта на юге Марокко и в районе Западной Сахары зафиксировано масштабное нашествие пустынной саранчи. Миллионы насекомых сформировали плотные раи, которые мигрируют на север из Мавритании и создали угрозу продовольственной безопасности региона. Основные скопления вредителей сосредоточены в пустынных районах на границе Марокко и Западной Сахары. Огромные тучи насекомых были замечены водителями на пустынных автомагистралях, где плотность раев местами блокировала видимость. Аномально теплая зима и необычно сильные для этого сезона дожди в регионе Сахеля и Сахары создали идеальные условия для ускоренного размножения вредителей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечает, что вспышка разделилась на два основных очага, один из которых движется вдоль Атлантического побережья в сторону Марокко. Сообщается, что часть насекомых была перенесена ветрами Калима на Канарские острова, что вызвало обеспокоенность на курортах Лансароте и Тенерифе. В высокогорном городе Абрапампа, расположенном в провинции Жужуй на севере Аргентины, разыгрался сильный шторм, сопровождавшийся интенсивным выпадением града. Стихия обрушилась на регион во второй половине дня 4 марта, превратив улицы в зимний пейзаж всего за несколько минут. Ледяные осадки отличались не только высокой плотностью, но и значительным размером, что привело к серьезным повреждениям жилых домов, теплиц и автомобилей, припаркованных на открытом воздухе. Из-за скопления льда и сопутствующего ливня ливневые каналы города оказались забиты, в результате чего возникли внезапные подтопления в низменных кварталах и перебои в транспортном сообщении. Местные аграрии выражают глубокую обеспокоенность, так как град уничтожил значительную часть посевов в окрестных хозяйствах, что для суровых условий высокогорья является тяжелым экономическим ударом.
Подразделения гражданской обороны провинции Жужуй были приведены в состояние повышенной готовности из-за сохраняющейся нестабильности атмосферного фронта в субрегионе Пуна. Несмотря на значительный материальный урон, официальных данных о пострадавших среди населения не поступало. На севере штата Техас разразилась серия мощных грозовых штормов, вызванных столкновением холодного атмосферного фронта с влажными воздушными массами из Мексиканского залива. Основной удар стихии пришелся на густонаселенный район Даллас-Форт-Уэрт и прилегающие округа, где Национальная метеорологическая служба ввела режим повышенной штормовой готовности из-за угрозы формирования торнадо и выпадения крупного града. По оперативным данным, порывы шквалистого ветра, достигавшие 100-110 км в час, привели к массовым обрывам линий электропередач, оставив без энергоснабжения более 50 тысяч потребителей в округах Террент и Даллас. Интенсивные ливни, сопровождавшие грозовой фронт, вызвали внезапные подтопления низинных участков шоссе и городских улиц, что привело к многочисленным ДТП и временному закрытию нескольких съездов на межштатных магистралях I-35 и I-30. В международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт из-за неблагоприятных погодных условий и опасности электрических разрядов были задержаны или отменены сотни авиарейсов. Пассажиры терминалов были вынуждены переместиться в защищенные зоны. Сообщается о значительном материальном ущербе в частном секторе. В ряде пригородов град размером с мяч для гольфа повредил крыши домов и автомобили, поваленные деревья заблокировали проезды в жилых кварталах. Метеорологи предупреждают о смещении грозового фронта в сторону восточного Техаса и Арканзаса. В венгерском городе Сомбатхей, расположенном на западе страны вблизи границы с Австрией, прошла первая в текущем году гроза, ознаменовавшая собой аномально раннее начало сезона атмосферной нестабильности. Мощный фронт, сопровождавшийся интенсивными электрическими разрядами, принес в регион шквалистый ветер и обильные ливневые осадки, которые в отдельных районах города сменились крупным градом. Ледяные градины за считанные минуты покрыли белым слоем тротуары и приусадебные участки, создав временные трудности для автомобилистов. Ливневые потоки, хлынувшие после продолжительной засушливой зимы, вызвали кратковременные подтопления низинных участков дорог и перегрузку ливневой системы. Метеорологи объясняют столь раннее проявление весенней грозовой активности в Медьи-Ваш вторжением влажных и теплых воздушных масс со стороны Средиземноморья, которые столкнулись с холодным арктическим воздухом над Паннонской низменностью. Местные жители восприняли события как окончательный сигнал наступления весны, хотя специалисты предупреждают, что ранняя грозовая активность может смениться возвратными заморозками, что представляет риск для уже начавших пробуждаться садовых культур в окрестностях Сомбатхея. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.